Всем привет! Меня зовут Татьяна Мединцева, и вы на моем канале о вязании. Сегодня мы с вами продолжим вязать вот такого вот милейшего жирафика. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Здесь вы найдете много простых и понятных мастер-классов по вязанию игрушек. Если вам нужны схемы в PDF-формате, их вы можете приобрести в моем магазине Etsy. Ссылочку найдете в описании под видео. Сейчас свяжем ушки. Вот одно я уже связала и покажу, как вязать второе. Так, начинаем желтым цветом. Делаем петельку, 2 воздушные петли. И в первую набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Во втором ряду вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка. И так до конца ряда. 3 раза у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 9 столбиков без накида. Если хотите, поставьте маркер. Вяжем 1 столбик без накида. Дальше делаем прибавку, это 2, 3. Столбик без накида 4, прибавка это 5, 6. Столбик без накида 7. И прибавка это 8, 9. Ряд закончили. Дальше идет третий ряд. Вяжем 2 столбика без накида, 1 прибавка. И так до конца ряда. 3 раза у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 12 столбиков без накида. 1, 2. Прибавка это 3, 4. 5, 6. Прибавка это 7, 8. 9, 10 и прибавка это 11, 12. Вязание выворачиваем, ниточки вовнутрь прячем. Вяжем следующий ряд, 4, 3 столбика без накида, 1 прибавка. И так до конца ряда. 3 раза у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 15 столбиков без накида. Этот ряд провязали. Дальше нам 2 ряда нужно будет провязать по 15 столбиков без накида в каждом ряду. Но будем добавлять немного коричневого цвета. Вот таким вот образом. Вяжем сначала 1 столбик без накида желтым цветом. Теперь берем коричневую пряжу. Следующий столбик без накида делаем коричневой пряжей. Просто заходим. Хватаем коричневую пряжу и провязываем столбик без накида. Здесь ниточки между собой узелком завязываем, но ничего не обрезаем. Вяжем дальше. Два получается, 3, 4, 5. Сейчас 5 столбиков без накида в ряду провязали. 1 столбик без накида желтым цветом и 4 столбика без накида коричневым. Всего 5 столбиков без накида. Теперь дальше вяжем до конца ряда желтым цветом. Еще 10 столбиков без накида. Здесь ниточку не затягивайте, чтобы у вас не стягивалось вязание. Вяжем желтым цветом еще 5 столбиков без, 10 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ряд закончился. Вот так вот он у нас сейчас выглядит. И еще один ряд вяжем, 15 столбиков без накида, тоже 1 столбик без накида провяжем желтым цветом и 4 столбика без накида коричневым. 1, 2, 3, 4 и
Так, сколько я тут вязала? И до конца ряда вяжем желтым цветом еще 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Покажу, что получается. Вот такая вот красота должна получиться. В 7 ряду вяжем 3 столбика без накида, 1 убавка. И так до конца ряда 3 раза у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 12 столбиков без накида. Начинаем 1 столбик без накида, вяжем желтым цветом, а дальше коричневым вяжем 2, 3 и делаем убавку. Я захожу полностью вот в эту петельку, достала ниточку, в следующую петельку достала ниточку и провязала. Вот это вот убавка. И теперь вяжем желтым цветом до конца ряда. Тоже 1, 2, 3 и делаем убавку. Тут уже убавку делаю за передние стеночки. 1 раз и 1, 2, 3 убавка. 2 раз всего 3 раза мы так сделали. В 8 ряду вяжем 2 столбика без накида, 1 убавка. Тоже так до конца ряда 3 раза у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 9 столбиков без накида. 1 столбик без накида вяжем желтым цветом. Теперь коричневым следующий столбик без накида будем вязать. Это у нас 2. И делаем убавку. Есть такое дело. Теперь 1 столбик без накида еще коричневым провяжем. И дальше вяжем желтым цветом. 2. И делаем убавку. И еще 1 раз вяжем 1 столбик без накида. 2 столбик без накида и делаем убавку. Вот так вот. Смотрите, вот тут даже если вы коричневым цветом провяжете немножко по-другому, ничего страшного, все равно оно будет все красиво. Я вот прям не помню, как я тут точно вязала. Ну, примерно так. Но все равно все красиво получается. Так, это у нас дальше идет 9 ряд. Просто вяжем 9 столбиков без накида. 1 столбик без накида желтым цветом вяжем. Дальше коричневым. 2, 3, 4. Вот 3 столбика без накида провязала коричневым, а дальше снова желтым. Это 5 в ряду столбик без накида. Дальше 6, 7, 8, 9. И теперь просто желтым цветом провязываем 9 столбиков без накида. Это у нас будет последний ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Делаем соединительный столбик в следующую петельку. Смотрим, что получается. Так, ниточку и коричневую, и желтую обрезаем. Коричневую обрезаем вот так вот. Не оставляем хвостик, а в желтый оставляем хвостик. Будем пришивать ушко этой ниточкой. Вытягиваем. И еще, видите, я его вот так вот собираю. Вставляю в иголочку ниточку. Вот, вставляю в иголочку. И здесь вот эту коричневую ниточку вовнутрь.
И здесь просто вот таким образом собираю в кучу, так сказать. Вот, немножко так собрали. И все, и будем пришивать к голове. Сейчас еще рожки свяжем, а потом уже пришьем. Пока ниточку выведу сюда куда-то и оставлю. Вот таких вот 2 ушка вяжем. Так, сейчас будем вязать рожки. Крючок все тот же, 4-й. Коричневым цветом начинаем. Вяжем, как обычно, сначала петельку, 2 воздушные петли. И в первую набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Во втором ряду делаем 6 прибавок. В каждую петельку по 2 столбика без накида вяжем. И в конце ряда будет 12 столбиков без накида. Это я провязала. Дальше у нас идет 3-й ряд. Будем вязать 1 столбик без накида, 1 прибавка. И так до конца ряда 6 раз у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 18 столбиков без накида. И затем 4-й ряд нужно будет провязать 18 столбиков без накида. Это я провязала. Вязание выворачиваем. Следующий ряд 5 будем вязать 1 столбик без накида, 1 убавка. И так до конца ряда 6 раз у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 12 столбиков без накида. Это я провязала. Дальше идет 6-й ряд. Будем вязать 2 столбика без накида, 1 убавка. И так до конца ряда 3 раза у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 9 столбиков без накида. Вяжем 2 столбика без накида, убавка. Это 1 раз. 2 столбика без накида, убавка. Это 2 раз. И 2 столбика без накида, убавка. Это 3-й раз. А теперь 4 ряда, 7, 8, 9 и 10 нужно провязать по 9 столбиков без накида в каждом ряду, только уже желтым цветом. Поэтому присоединяем желтую ниточку. Как обычно мы это делаем, просто провязываем следующий столбик без накида уже желтой ниточкой. Здесь завязываем узелок и коричневую обрезаем. Дальше просто желтым вяжем 4 ряда по 9 столбиков без накида в каждом ряду. Вот так вот это выглядит сейчас. Делаем следующую петельку, соединительный столбик, ниточку обрезаем, оставляем хвостик достаточно такой длинненький, чтобы пришить рожки наши к голове. Добавляем сюда наполнитель. И второй рог вяжем точно так же. Так, вот такие вот рожки получаются красивые. И нам нужно пришить
с помощью вот иголочки вставляем эту ниточку в иголочку и пришиваем рожки и ушки к голове. Смотрите, каким образом. Ставим вот так вот рожек. У нас получается 2 рожка будет. Вот так вот. И рядом прям с рожками будут ушки. Почти вплотную вот мы пришьем рожки. Я просто показывать не буду, потому что будет неудобно. А вы самостоятельно это сделаете. Вот смотрите, вот так вот рожек пришиваем. Тут оставляем расстояние, потому что мы будем вывязывать же эту гриву. Поэтому немножко оставляем место для гривы. И вот так вот прямо над глазиком у нас будет идти ушко. Ушко не вот так ровно пришиваем, а немножко, чтобы оно в бок было. И прям рядом с ушком вот это вот рог. Угу. Пришиваем самостоятельно. Я сейчас тоже пришью и покажу уже, как это будет выглядеть. Пришиваем просто вот по кругу, как оно идет, так и пришиваем. Так, в итоге вот так вот я пришила ушки на этой стороне, рожки тоже. Видите, вот так вот. Такой вот классный жирафик получается. Еще смотрите, сейчас я вам покажу, как оформить пятнышки вот эти вот и ноздри. Так, смотрите, беру просто ниточку коричневую, захожу снизу, ну, сюда, где хочу сделать ноздри. Таким образом. Теперь примерно смотрю, где у меня будет ноздря, да? Вот так вот пальцем придерживаю. И вот так вот выхожу. Смотрите, вот так вот ее делаю. Видите? Какую там хотите поменьше, хотите побольше. Ну, каким-то таким вот образом делаю. И здесь получается, видите, у меня как петелька. Я просто перехожу, ну, ее закрепляю, так сказать, и перехожу на другую сторону. Так, тут надо еще захватить. Ну, вот таким вот образом ноздрюшечку делаю. Сейчас снизу начинаем. Видите, вниз вышла. Петельку вот так вот перекрутила. Снизу зашла. Можно сделать на самом деле, как получится, так и сделайте эти ноздри. Это один из вариантов. Тут просто так возьму, чтобы лучше держались они. Угу. И вниз выйду. Вот так вот. Примерно. Да? Их вытянем, чтобы они были пообъемней. Таким вот образом. А теперь покажу, как вот эти вот мы пятнышки делаем. Просто вот ниточку вставила в иголочку, выхожу где-то, здесь оставляю хвостик и через
одну петельку, вот так вот буду идти. И теперь сюда, даже не через одну, а где-то через две. Сюда в эту же петельку выхожу. Вот так вот один раз сделала. Теперь рядышком. Видите, вот так вот рядышком выхожу. Так, вот теперь на следующее пятнышко иду. 3-4 раза прошли, видите? Вообще как сердечко получилось. Вот тоже зашли сюда. Через несколько петелек вышли. И тоже так несколько раз проходим просто ниточкой в разные петельки. И хорошо. И так, таким же образом мы и ноздри делаем. Просто проходим ниточкой несколько раз. Видите, через несколько петелек. Вышиваем пятнышки там, где вам нравится. Видите? Когда уже пятнышек нам хватает, мы идем к этой же ниточке, где мы заходили, в ту же самую петельку. Вот в ту же самую петельку надо выйти. Видите, здесь, чтобы они с одной петельки выходили, завязываем узелок. Немножко отрежу ниточку, чтобы не такая длинная была. И просто эти хвостики спрячем вовнутрь. В эту же петельку заходим. Просто ниточки прячем вовнутрь. Угу. Вот так вот. И вот такие вот пятнышки у нас получаются. Делаем их и на ножках, и на тельце, и на ручках. Смотрите, вот так вот я сделала пятнышки. Здесь не делала, потому что мы же криво будем делать. Нет смысла. А так по несколько пятнышек сделала. Так, сейчас свяжем хвостик. Желтым цветом полностью будем вязать. Делаем петельку, 2 воздушные петли. И в первую набираем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. В следующем ряду вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Вязание выворачиваем. Вот этот хвостик прячем вовнутрь. И теперь нам просто по 5 столбиков без накида в каждом ряду нужно будет вязать сколько-то рядов. Я не знаю, сколько сейчас я провяжу. И скажу, сколько нужно. Вообще, вот хвостик мы где-то здесь будем пришивать на уровне ножек. И нужно, чтобы этот хвостик был до конца ножек примерно. Вот чтобы он у нас такой вот был. И здесь мы кисточку сделаем, да? Пряжей пушистой. Сейчас я провяжу, посмотрю, сколько нужно рядов, посчитаю. И вам об этом скажу. Так, смотрите, сделала я по 23 ряд включительно. По 5 столбиков без накида в каждом ряду. Теперь делаю соединительный столбик. Ниточку обрезаю. Вытягиваю, затягиваю. И надо будет этот хвостик пришить
жирафику нашему. Вот здесь вот на уровне ножек посерединке. Видите, то, что я вам говорила, что мы его вяжем длиной вот, ну, чтобы как ножки были. Здесь мы его пришиваем сейчас по кругу просто. И останется совсем ничего. Так, смотрите, вот так вот я пришила хвостик. Видите, какой же классный у нас жираф получился. Он уже и так прикольный. Вот эти вот ножки я приплюскиваю, ну, холофайбер там так разравниваю, чтобы они у меня были сплюснутые. Видите, на ручках тоже. Вот так вот. Такая красота получается, видите? Какой жираф красивый. Даже если вы не сделаете гриву, все равно это будет красиво. Я, кстати, нашла, где тут номер. Он просто выгорел у меня уже со временем. Это даже не выгорел, я не знаю, что-то стерся. Вот 265 здесь написано. Так, как мы делаем гриву? Вот где вы хотите. Сначала советую прямо идти посередине ряд пройти. И потом вернуться назад. И здесь снова где-то 3 ряда сделать. Я так и сделала слишком широкую. Ну, но тоже очень классно, красиво смотрится. То есть это по желанию. Сейчас я хочу поуже ее сделать. Поэтому вот примерно посерединке заходим. Ниточку вытянули, видите? И теперь будем вязать столбики без накида или соединительные. Сейчас я посмотрю, как лучше. Мы заходим просто в следующую петельку. Вот таким образом. И хватаем ниточку. Хватаем ниточку. Если я буду столбик соединительный провязывать. Сейчас попробую так. Я просто забыла, как я тогда вязала. Вот заходим в следующую ниточку. Видите, вот эти вот ворсиночки, так, ниточки на одну сторону делаем, чтобы они у нас сильно не путались. Чтобы они у нас красиво были уже сразу выложены. Вот соединительный столбик провязала. То есть мы просто будем как будто провязывать вот эту вот гриву, пришивать ее. Таким образом снова зашли, схватили и провязали этот соединительный столбик. Видите, как все легко и просто. Так, что у меня тут не получается? Вот. И так мы будем провязывать до конца. То есть просто вот такие вот соединительные столбики. Сколько хотите, ну какой длины хотите, такой и делаете. Сюда я имею в виду. Я где-то вот до уровня ручек довязываю. Угу. Сейчас вам покажу, как получается. Видите, вот такая вот штучка у нас получается. Ракес. Вот. Сейчас довязываем это до ручек полностью. Вот так вот. Ну, стараемся посерединке примерно идти. Провязываем до ручек. Видите, как у нас здесь. Так, вот смотрите, я до ручек довязала. Видите, я немножко съехала, не посерединке пошла. Ну, это ничего страшного. Сейчас смотрите, как оно классно выглядит. Сейчас будем возвращаться. Я буду возвращаться по этой стороне. Можете по этой вернуться. Как у вас идет, так и делайте. Ну и по ширине уже сами контролируете, как у вас получится.
эту гриву делать, сколько рядов. Так, смотрите, чтобы вернуться, я просто захожу в следующую петельку. Мы сейчас будем ряд вот здесь же провязывать. Сейчас я развернусь, вот так вот в соседнюю петельку зашла, ниточку вытянула, точно так же соединительным столбиком. А теперь мне нужно, чтобы у меня вот эти вот ворсинки, будем их называть ворсинками, да? Чтобы эти вот ворсинки, ниточки у нас были ближе друг к другу. Если я буду вот так вот провязывать, чтобы нитка была на эту сторону, у меня вот эти вот два, ну как шва, так сказать, они будут слишком рядом, будет некрасиво. Поэтому что мы делаем? Нам нужно следить, чтобы у нас вот эта вот нить рабочая лежала ворсинками ближе вот к вот этому, что мы уже провязали. То есть мы сюда ее ниточку ставим. На эту сторону, видите, разравниваем так вот эти вот ворсиночки, чтобы они ближе к этой уже провязанной части легли. И начинаем по соседнему ряду, прям по соседнему. Смотрите, вот у нас здесь уже провязано, и мы прям в соседний ряд начинаем вязать. Теми же соединительными столбиками возвращаемся обратно. Берем ниточку уже отсюда. И провязываем. Здесь вот разравниваем все время, чтобы у нас ниточка смотрела вверх. Ниточки все вот эти вот, чтобы лежали, смотрели вверх. И вот так вот по соседнему ряду просто идем. Видите, вот так вот я хватаю, идем наверх. Провязали. Это вообще легко, просто у меня игрушка получается сейчас лежит далековато от меня, поэтому мне надо же вам показать, как это сделать. А когда игрушка ближе к вам, то там все легко и просто вяжется. Вот, видите, главное, разравнивайте все время вот это вот ниточки. И тогда все будет красиво. Прям в каждую петельку заходим и провязываем. И смотрите, сейчас покажу, как получается. Сейчас вытяну ниточку. И вот видите, как получается. Плотненько друг к другу оно идет. И еще можно, если что, по вот этому шву вытягивать ниточки. Вот я иголочку беру и прям иголочкой вот эти ниточки еще дополнительно вытягиваю. Сейчас еще чуть-чуть провяжу больше, там будет лучше видно. Вот смотрите, я уже до сюда довязала. Хочу вам просто показать, видите, что здесь вот никаких пробелов нет. У нас ниточки одна к другой идет. Это все благодаря тому, напоминаю, что мы вот эту вот рабочую нить располагаем вот так вот и вяжем с этой стороны, как я и показывала. Так, вот смотрите, здесь я дошла уже до начала, пока ниточку вытянула, чтобы вам показать, что получается. Вот смотрите, здесь у меня посерединке, да, здесь нужно, так вам не видно. Вот видите, здесь посерединке
А вот здесь, вот если смотреть, то у меня немножко грива съехала вправо. Поэтому что я хочу сейчас сделать? Я вот по этой части развернусь. Принцип тот же самый, то есть я уже показывать не буду. Вы знаете, что мы вяжем, вот как и тогда я рассказывала, вот эту рабочую нить располагаем, чтобы наши ворсиночки были близко к уже провязанному ряду. То есть мы их вот так вот будем располагать и по соседнему ряду, в соседний ряд заходить и вязать. Все, как я и рассказывала, все время поправляя ниточку, разравнивая ее, располагая именно вот таким вот образом. Я хочу сейчас провязать где-то до сюда, вот видите, по этой стороне, а с этой стороны, ну потом ниточку обрежу, эти хвостики спрячу вовнутрь, это все вообще можно делать без проблем, вязать там, где вам нужно. А здесь хочу по вот этой стороне провязать, чтобы выровнять вот эту вот гриву. То есть просто тут провяжу, ниточку обрежу и здесь, чтобы у меня все ровненько было, красивенько. Смотрите, как она классно получается. Видите? И здесь вот с этой стороны. Кстати, смотрите, вот видите, край такой неаккуратный. Мы берем обычную иголочку. Вот у меня с тупым концом. Чем угодно, в принципе, можно это делать. И можно вот эти вот ниточки подоставать, чтобы было красивее. Видите, вот так вот достаем, где это получается сделать. Вот так вот. На эту сторону. И тогда вообще у нас все будет аккуратно и красиво. Да, конечно, это занимает время, но мы же хотим сделать красивую игрушечку, поэтому вот так вот все и делаем. Но здесь, кстати, можно не делать, аж тут буду еще провязывать. Это именно крайние ряды так можно будет сделать, если нужно. Чтобы у нас и этот край был такой же, как и вот здесь. Вот видите, все красиво. Здесь мы просто повытягиваем ниточки, и тоже будет все красиво. В общем, оформляем гриву дальше самостоятельно. Так, в итоге, смотрите, вот так вот я сделала здесь, видите? Распушиваем, и такая вот красота получается. Как я вам и рассказывала, постаралась с помощью иголочки подоставать эти ворсиночки, чтобы тут был край у нас красивый. Точно так же и здесь. И видите, какая красота в итоге получилась. На хвостике делаем подобным образом. Начинаем с самого края. Эту ниточку заводим. И все то же самое делаем по хвостику. Проходим тут, ну, где-то 3 ряда. Вот так вот мы начинаем вязать. Все то же самое, что и на гриве. Просто обвязываем хвостик полностью. Точно так же все с соединительными столбиками. Идем по ряду. По высоте, я же говорю, как вам нравится. Я где-то на 3 ряда захожу. Все, потом мы разворачиваемся. Можно в эту сторону, можно в другую сторону, как вам удобно. Ниточки все вот ближе к провязанному мы переделываем.
И просто заходим в соседние ряды. И провязываем все то же самое. И провязываем таким образом по кругу полностью хвостик. Так, в итоге, смотрите, вот на хвостике сделала вот такую вот кисточку из этой ниточки. И осталось нам оформить глазки. Берем пряжу, я взяла, вообще можно любую брать. Я сейчас взяла Jeans Plus, это у меня 70-й номер. Вообще можно любую брать, какая у вас есть. И нам нужно оформить глазки. Можно, кстати, еще сделать утяжку. Я вот на том не делала, но здесь, смотрю, можно немножко сделать утяжку. Так, ладно, захожу сбоку. Ниточку оставляю и здесь просто... И тут по глазкам, смотрите, немножко утяжечку сделаю. Все-таки. Хотя я в том жирафе не делала. Так, просто немножко вот так вот утяжечку сделали, и все. Игрушка, конечно, большая, тяжело ее вот так вот крутить вам, чтобы показать. Я это все равно ничего не выставлю, что я это говорю. Если все устраивает, то выходим к этой ниточке. Вот сюда. Надо, чтобы именно они в одну петельку шли. Здесь завязываем узелок и ниточки прячем вовнутрь. Обрежем, конечно. Вот так вот обрежем.
И спрячем ниточки вовнутрь. И вот такой вот красивый жирафик у нас получается. Если вам понравился этот мастер-класс, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал, кто еще не подписан.